Всем привет! Сегодня прогуляемся с вами по Петровородинской крепости, там, где не ходят туристы. Расскажу истории и легенды, связанные с этим местом, о которых я не рассказывал в своих прошлых видео про эту крепость. Петровородинскую крепость начали строить еще в 1692 году и строили почти на протяжении 100 лет. Находится она на берегу Дуная. Историю про пастуха Петра в замурованных кошках наверняка все уже знают. Я их уже рассказывал. Если не знаете, советую посмотреть прошлое мое видео про Петровородинскую крепость. Ссылки оставлю. Сейчас я забрался на крепостную стену. Спущусь ниже. И пойдем уже вдоль крепостных стен исследовать. Вижу на той стороне вон какие-то сооружения за стеной. Надо тоже туда постараться попасть. Сегодня на улице где-то плюс 20-25 обещают к обеду. Вчера был дождь, поэтому очень сильная влажность, духота. От травы испаряется вода еще. И очень жарко. Ну, я думаю, нам это не помешает. Не то, что думаю, я уверен, что не помешает. В той стороне стоит музыкальная школа. Вот вы можете слышать, как там студенты поют. Кстати, здесь летом очень жарко. Можете заметить, что трава уже сухая, хотя солнце-то буквально, можно сказать, еще и лета нет такой жары, как обещают. Летом, говорят, тут до 40 градусов, даже больше достигает. В той стороне вот основная крепость, а здесь это идут стены крепостные. Можно вниз заглянуть. Вот у кого-то там какое-то свое пространство. Может, даже кто-то и живет. Лодка вон стоит. Это город Нови Сад. Представьте размах крепости. Если основная крепость здесь я хожу по крепостным стенам, под которыми туннели 4-уровневые. Ну, говорят, даже есть 5-й уровень. Там идет Петроворадин, дорога, и крепость продолжается дальше, вплоть до Дуная опять, потому что Дунай как бы огибает вокруг вот так. Здесь все в траве, заросшие цветы, трава. Так, как туда пробраться-то? Сейчас дальше обойду. Посмотрите, какие просторы, какая красота. Кстати, в 1838 году здесь был датский писатель Ганс Христиан Андерсен. Он путешествовал по Дунаю, и в своих трудах он упомянул, что под Дунаем был туннель, соединявший Петроворадин и Нови Сад. Есть много теорий на этот счет, но существует ли такой туннель, пока еще остается это загадкой. Возможно, когда-нибудь и найдут проход, туннель. Потому что, я думаю, тут много чего не исследовано. Я уже не раз посещал эти туннели, и где-то прям даже ход можно найти замурованный, где-то продолжается он дальше. Ну, я не рисковал туда идти одному, потому что, ну, это небезопасно. Видел обвалы в каких-то местах. Все, спустился я
между стенами крепостными. Вот эти помещения, вот слева, вот раз, два, они все сдаются в аренду. И там какие-нибудь художественные мастерские располагаются. Потому что вижу, вон что-то вроде картины или что это такое. Смотрите, какая ель шикарная. Прям красивое место. В конце покажу вам, дойду до этого места. Там место напоминает прям из фильма про хоббитов. Прям аккуратненько такое, красивое. И там лавка художника. Он там живет и творит. Получается, что в каждой стене есть вот такая, как там, дверь, не знаю, проход. И можно спуститься. Вот здесь закрыли решеткой, но это все открывается. А вот здесь в аренду сдаются помещения. Вот это и вот следующее. Неоднократно видел здесь машина. И тоже там мужик какой-то чем-то занимается, не знаю. Надо как-нибудь заглянуть к нему. Максимальная высота стен достигает 100 метров. Ну, здесь поменьше. Эти стены как бы петляют вокруг всего, вокруг всей крепости. Представьте, сколько они повидали на своем веку. Вот тоже какой-то туннель, проход. Но мы не будем сегодня спускаться никуда. Пройдемся просто вдоль крепости, вернее стен. Здесь уже прям деревья все стены захватили. Птички поют. Крапива. Ничего себе, сколько ее. Там куда-то тропинка ведет. Но давайте заглянем, раз уже здесь. Мне самому интересно. Как ты видел, что туда люди ходят, но я туда ни разу не ходил. Раз мы ходим сегодня по нетуристическим местам, то надо обязательно зайти. Тут даже дорожка гравием выложена. Слушай, тут какая-то плитка, он лежит. Ух, ничего себе, улитка какая огромная. Был у меня опыт как-то поедания улиток. Честно говорят, гадость редкостная. Ты смотри, что тут сделали-то. Я пригибаюсь, она где-то 1,80 м, наверное, вот этот навес. Слушай, тут, наверное, какая-нибудь площадка, где люди тоже творят. Какая-то скульптура, смотрите. Вернее, все, что от нее осталось. Интересно. Здесь такое пространство. Брусчатка. Скамейки, стол. Фонари, вижу, висят. Слушайте, да тут кто-то живет, походу. Там что-то вон. Вроде как домик на дереве, что ли. Я-то думаю, что сюда люди ходят. Тут вон какая красота. Давайте покажу вам с этой стороны. И вот стена сразу. То есть стена справа и слева. Мы как бы между ними. Ух ты, ничего себе. Там дверь открыта. Да, здесь кто-то живет. Домик на дереве. Смотрите, какое дерево в виде зонтика. Добрый день. Надо поздороваться, а то частная территория, мало ли. Hello. Смотрите, там скамейка, стульчик. Здесь он в виде качели.
Тут, по-моему, надо фотосессии проводить. Красивое место. Ладно, никто не вышел, не буду кричать, мало ли. Может, человек спит, отдыхает. Но место интересное. Вот можно сюда подняться. Там рама, даже окошки есть. Бросаешь матрас и лежишь, отдыхаешь, чилишь. Тут даже есть прудик такой, смотрите, небольшой. Все, выходим. Как вам, ребят, пространство? А вон вышел кто-то. Давайте вернусь. Добрый день. Видео снимаю, YouTube. Да, окей. Можно? Да, душка. Дорого. Спасибо. А вы тут живете, да? Да, да. Ничего себе. Это отель. Отель? А, это отель? Да. Гарденинг, ательер. Ага. А можно посмотреть? Можно. Слово? Да. Можно? Да, слово. Чё? Сейчас зайдем, посмотрим. А вот your name? Душка. Душка, Алексей. Алексей? Ага. John. Можно, да? Do you want to film? YouTube. It's better. Все, ребят, побывал я в этом помещении. К сожалению, не разрешил он там поснимать. Там как бы клуб. Стоят столы, кровать. То есть можно там, ну, что-то вроде гостиницы, знаете. Снимаете номер и живешь здесь просто. Не спросил я, сколько это стоит, удовольствие. Ну, так что, если кто-то захочет, то можно без проблем сюда прийти, снять номер и остановиться. Здесь же проходят дискотеки, что-то, стрелковый клуб здесь недалеко, тоже сюда можно прийти и из лука пострелять. В общем, интересное пространство. Так что, кто будет, запоминайте маршрут, в принципе, он несложный. И сейчас покажу вот в этом месте стрелковый клуб. Если кто-то захочет, то это получается, что входишь в арку, там, где музыкальная школа, заходишь и идешь налево до конца. И попадешь вот сюда. Ну, здесь я уже тоже как-то бывал, снимал видео. Вот здесь они стреляют. Мы пойдем направо. Если подняться вот по этой дороге вверх и уйти через стену, попадешь к лошадям, там где конный клуб. Я тоже снимал видео про конный клуб. Можете посмотреть. Блин, какая все-таки красота. Тут, смотрите, ромашки прям растут. Ромашковое поле. Давайте следующую легенду. Так как строительство крепости велось в неблагоприятных условиях, без еды и лекарств, в Нови Саде даже было проклятие, связанное с этими условиями труда. Оно звучало так: «Пусть твоя душа построит Варадин». Ну, думаю, да, при строительстве тут наверняка было очень много несчастных случаев, убийств и тому всему подобное. Потому что возвести такую крепость, да, и тем более ее строили 100 лет, на работе, как говорится, и умирали. Дорожка, видите, протоптана. Значит, в эту пещеру ходят. Ой, пещеру говорю. В этот туннель ходят. Я вот спускался в этот туннель и выходил под землей вот через этот. Блин, тут так все заросло. Когда был я здесь последний раз, травы, конечно, столько не было. И туннель идет, получается, что вот прям вдоль стены. Там можно спуститься, ниже уровень есть и выше. Кто-то здесь недавно ходил.
Ничего себе, травы сколько. Кстати, на холме Фрушка-Гора, это около села Старые Леденцы, недалеко от Нови Сада, есть пещера Пера. Так вот, некоторые говорят, что в Петровородинскую крепость можно попасть по подземному туннелю, который ведет от этой пещеры. Блин, что ж так заросло-то все? Никто не косит. В сторону, если ехать Белграда от Петровородинской крепости, там раньше были болота. Так вот, говорят, что в 1716 году, когда произошло крупнейшее Петровородинское сражение, турецкий визирь отдал приказ все награбленное отправить в Белград. Но никто не добрался до города. По словам турецких пленных, все пропали на болотах. В каких это болотах произошло, никто не знает. Возможно, сокровища где-то там до сих пор лежат. Вот еще один, смотрите, туннель. Это прям поменьше. Так, просто подойду сейчас. Прям очень маленький. И вот сверху, смотрите, решетка. Это уже... Так, ну-ка. А, ну да, это высотой такой он. Получается, что он либо засыпали его уже со временем, сам, может быть, опустился ниже проход. Так, можно уйти налево, но мы туда не пойдем. Что-то там вообще прям с травой все. Или может наоборот туда налево пойти, потому что прямо. Так, смотрите, поворот налево, а прямо получается стена идет. Давайте дойду до стены. Да, туда не пойду, там крапива, а я в шортах. Смотрите, кто-то вон. Что это такое, не пойму. Какая-то решетка приделана. Так, ну там крапива. Ладно, чуть-чуть сейчас пройду, попробую. Если уж прям совсем будет, то не пойду. Не хочется потом мне чесаться весь день от крапивы. Блин, какие высокие кусты-то. Да, давайте буду спускаться, назад пойду. Короче, вернулся я назад на дорожку. Там очень большая крапива. Много ужалил. Поднимемся здесь, посмотрим. Вот еще один, смотрите, туннель. Но здесь дороги нет. Значит, сюда никто не ходит. Ступеньки. Ну, смотрите, все чистенько по факту. Мусор не кидают. Хотя где-то есть прям завалено мусором. Тут тоже крапива. Вот это то ли малина, то ли что, не знаю. Или тоже крапива. Короче, можно собрать крапиву и суп сварить из крапивы. Вот здесь можно выйти. Получается, мы обошли эту стену. Как говорят, умный гору не пойдет, умный гору обойдет. Ух ты! Здесь вообще крапива.
Ребят, крапивы тут, конечно, очень много. Это я погорячился, пошел в шортах. А тут вот дорога. Машины ездят, транспорт. Ну, пойдемте по этой дорожке. Короче, тут все заросло. Крапива, трава, цветы. Все перемешалось. Ой. Еще и шмели летают огромные. Вот мак растет. Ну вот тут дорожка уже почище. Короче, все ноги у меня покусаны крапивой, так сказать. Теперь все чешется. Ладно, идем дальше. Где тут подземелье-то еще? Есть, нет? А тут, смотрите, угол прям как будто блоками выложен. Давайте про монстра вам расскажу. Считалось, что после поражения в Петровородинском сражении мстительные турки глубокой ночью принесли мешки с крупными детенышами рептилий и запустили их в крепость. История о чудовищах, правящих подземельем Петровородинской крепости, стали чрезвычайно популярны в начале 20 века, когда люди начали рассказывать истории о всевозможных трагедиях, которые причиняла эта гигантская змея. Вот там псина какая привязанная. Вот оно, это место, про которое я говорил. Оно мне напоминает из фильма про хоббитов. Такой домик аккуратненький. Крепость. Дерево. Это художник. Добрый день. Мы, кстати, были у него в гостях уже. Ух. Как у вас дела? Как? Как вы? Нормально? Выпустил видео. Сейчас покажу. Я вот снимал. Да. Как раз вы там сейчас будет сын ваш, а интернет что-то плохой. А это ваша, да? Вон, сын. А там И мы картина, сюда да, заходили. Да. можно посмотреть? YouTube. Вы. А, это квартира. Рабочее пространство. Ух ты. То есть вы звезда YouTube? Ладно, до видения. Показал художнику видео с его участием, когда я снимал. Улыбается, довольный. Ну, сейчас не будем к нему заходить, в принципе. Мы с вами уже там были. Кто меня смотрит. О, смотрите, инжирное дерево. Сколько плодов. Ничего себе, ну прям усыпано. Вот. Мы вошли оттуда, с этой стороны, и прошли вокруг, получается, крепости. Но это еще не вся часть. Это только ее малая, потому что если туда уйти, там еще, я думаю, можно минут 20 ходить. Только там тупиковая часть, поэтому туда я не пошел, чтобы назад по одному и тому же пути не возвращаться. Есть еще легенда про сокровища Габсбургов, которые ходят по сегодняшний день. А именно, что после поражения от Наполеона
в 1809 году Габсбургская монархия поместила свои ценности в самую безопасную крепость империи. И предполагают, что клад до сих пор спрятан в подземной галерее. Не знаю, что она просто висит или что-то означает. Но ее прям повесили капитально вот. Или клипы там снимают. Ребят, кто захочет повторить эту прогулку, вот музыкальная школа. Вот такой проход туннельный. Выходите и поворачиваете налево. И держитесь правой стороны. Как раз круг дадите. Выйдите на мастерскую художника. У него там можно приобрести картины, которые он пишет. Хотел еще показать вам такой домик, как бы на скале. Ну, скалой в данном случае является крепостная стена. А вот кто-то живет. А вот тут стена уже точно метров, наверное, 60, не меньше. Шикарное, наверное, место. Там, смотрю, у него плодовые деревья, даже вон инжир вроде как. Вот эта дорога идет до Белграда. Сейчас перейдем дорогу. Там будет продолжение крепости. Пройдемся еще там, посмотрим. Потому что там особо я не ходил. Даже будет интересно вместе с вами побывать там в первый раз. Какой-то колодец, что ли, был когда-то. Все в ромашках. Все, я выхожу на дорогу и уже включу камеру на той стороне. Это Белградские ворота. Справа от меня тюрьма раньше была. Про нее я тоже рассказывал. Это то место, где оккультисты проводят свои ритуалы. А я пойду сюда. Слушайте, ну тут вижу вот кондиционеры, окна зарешочены. Даже стекла. Что-то замуровано. Видимо, что-то там находится. Где-то здесь еще есть воинская часть. Она как раз, по-моему, за этой стеной. Там дальше, ближе к Дунаю. Ух ты, тут что такое? Тут кто-то живет, походу. Смотрите. Это что, посадки? Собака лает. Давайте загляну. Там мусор. Собака лает. Явно кто-то живет. Добрый день. Кстати, в 2011 году здесь снимали американское реалити-шоу «Охотники за привидениями». И они зафиксировали в туннелях паранормальные явления. Сейчас обойду с той стороны. Тут грязь прям. Мусор, грязь. Что-то сажаете, да? Не baš parać. Ага. A predajte tu gore baš vičem komšiji, rekao, ubila ga kiša, ništa ne valja ove godine. Понял. А это вы здесь живете? А, вот, здесь живешь? Да? А там что, свет есть? Да? Nema gdje, pa on tamo. Aj, evo, Один? i ti prepričaj, Один? prepričaj i ti svakome svašta. Dobro, Dražena, izvinite. Izvinite. To on samo tu drži kerove. А там что? Poprolozi pa pogledaj. Ладно, хвала. Доведения. Ima prostora, idem i ja sad gore. Мужичок, короче, живет там. Смотрите, это виноградное дерево. А женщина говорит, что-то там сажает. Так,
как отсюда пройти-то, чтобы не утонуть. А вот так. Туда? Ajde, idem i ja gore. Ajde. Lagano vidim. Грунт мягкий, проваливается. Бабушка пошла меня провожать. Ajde. Дожди были, поэтому грунт мягкий. А я в кроссовках летних. Не очень здесь ходить, конечно. А здесь просто вот можно также вдоль стены выйти как раз в Gore je парку. veliki prostor. Ima tuda gore, ima gore na brdu, ima Это там. tuda, ima gore na brdu, ima. Здесь можно посмотреть. По-моему, с левой стороны там у кого-то что-то вроде огорода, дачи. Сейчас вот здесь поднимусь. И с высоты можно будет посмотреть. O, Milane! А, вон кто-то там есть. Мужик какой-то. Точно дача своя. Daj ti završio. Opa, ti predanom, da. Что-то выращивает. Вижу, там деревья плодоносят. Тоже что-то посажено. Ребята, тут черешня растет. Смотрите. Прям сады какие-то. Вот черешня. Она, правда, еще спеет только. Ничего себе, я и не знал, что тут ягода растет. Это буквально вот дорога. И тут уже деревья. Там вон вижу лук посажен. Да. Черешня. Черешня, да? A, višnje. Вишня? Nema ništa ove godine. А, I to smo i pokrila. говорит, вишня. Но она крупная, как будто бы черешня. Ну и слива там. Большой, кстати, сад. Такой. Jeste li možda iz Hrvatske? А? Gdje živite? Po srpski. Не понял, не вразуме. Pričate gut srpski. Сербский? Ну, понимаю, а сказать не могу. Dobro, dobro. Так, понимаю мало. Dobro, a gdje stanujete? Я? Новый Сад. A u Novom Sadu. Новый Саде. Mhm. А вы Ovdje sam ja u здесь Ugradiću. живете? Tu, А Tamo. Петроворадин? da, A. u gradiću tu. Ага. Ove zgrade gdje su. Tamo. Ага. А это ваше, да? To Vaše? 27 godina ima da radimo. To su nama dali iz zavoda da radimo. Njima kad bude trebalo da ne radimo više. Там он лук, да? Luk da. Лук. Luk, španać, ma ništa ove godine. Лук, вишня. А кромпер, картошка, кромпер Krompir sa utra. там. Pa da. Ага. I koliko ima da ste ovdje? Sin u Torontu. Ali on otišao pre 12 godina, 13. Понял. Вот. O Bože, Bože. A Вот. pogledajte ovdje, tamo šta ima. Там? Ага. Ладно. Хвала. Доведения. Živi zajedno. Вот женщина тут выращивает картошку, лук, вишня. Короче, сад у нее тут свой огород. Сейчас обойду и спущусь с другой стороны. Блин, ну земля здесь, конечно, такая прям больше как на песок похоже. Без дождя, наверное, здесь ничего не растет. Потому что дожди были, а уже вот сухая трава. Тоже черешня. Ой, вишня. Там дальше тоже сады, вон вижу. Инжирное дерево. Вишня. Вдалеке это вот железнодорожный мост, по которому
электричка ходит до Белграда. Ну там и автомобильный тоже мост. Здесь тоже черешня вот. Плоды инжира. Инжира, конечно, здесь много. Очень много. Слушайте, там вообще все в черешне. Давайте сейчас попробуем на вкус найти такую самую спелую. Она еще не особо спелая. Слушайте, ну красная вот прям совсем, которая очень сладкая. Ладно, ребят, на этом буду заканчивать. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.